Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами снова декорируем шары. Я покажу, как рассчитать ткань на шар диаметром 6 сантиметров, и затем декор продолжу на шаре 8 сантиметров. Много вопросов было насчет филиграни. Вот сегодня покажу, как с ней работать, как ее прикрепить, и, конечно же, оставлю ссылку. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Мы с вами обтягивали сатином шар 8 сантиметров, только там был другой цвет. И сегодня покажу, как обтянуть шар. У меня диаметр 6 сантиметров. И даже дело не в обтяжке, как рассчитать ткань. Этот вопрос мне задают чаще всего. Я беру шар, любую ленту, которая вам не нужна. Вот таким образом ленту устанавливаю. Это у меня будет припуск на ткань, чтобы я могла спокойно ее затягивать. Вот так обвожу вокруг и снова еще беру припуск, отрезаю. Вот такой отрезок ткани, точнее сказать квадрат такого размера, мне нужен будет на шар 6 сантиметров. У меня это получается 22 сантиметра на 22. Вот у меня этот отрезок 22 на 22. Теперь прикрепим вешалку. Я использую ленту 3 миллиметра, и обычно я беру 20 сантиметров. Это самый оптимальный размер для вешалки. Одеваю на колпачок и завязываю узел. Вешалки не надо делать слишком длинные, это как бы не нужно. Вот что у меня получается. Теперь беру железную вот эту вешалочку и одеваю также вот в это отверстие. Вот оно у меня продето. И ленту мне надо просунуть вот сюда. Здесь не всегда бывает очень быстро это сделать. Так, упало у меня, так как маленькое отверстие, поэтому немножко надо поработать, помучиться. И все это засовываем вовнутрь, в отверстие. Узелок я протащила вовнутрь, и теперь вот эти ножки надо тоже вовнутрь. И все затягиваем. Укладываем колпачок. Так, у меня тут смешалось чуть-чуть. Сейчас распутаю. А, вот распутала. И вовнутрь. И вот у нас получается вешалка. У меня ткань сатин, я уже говорила. Одна сторона у меня блестящая, вторая матовая. Мне очень нравится матовая, поэтому я ее и использую. Укладываю шар посередине. Здесь кому как удобно. Кто уголки, кто середину начинает. Вот это наш припуск, который был. И теперь я просто складываю вот такие красивые складочки. И прохожусь так по всему шару. Вот я собрала складки, перехватываю рукой и вот так лентой перетягиваю. И завязываю как минимум 2 узелка. Воспользуюсь зубами. Один узелок и второй. И теперь, когда узелки у нас есть, берем и вот так вот все утягиваем. Вот это наш припуск. Видите, даже мне тут чуть-чуть маловато. Можно было и вот эти складочки каждый сантиметр проходим. И все красиво укладывается. И продолжаем работу. Я один раз прошлась по кругу. Сейчас перетягиваю еще раз и делаю еще 2 узелка. И затем продолжаю снова работу. Утягиваю все. Стараюсь, чтобы все у меня было затянуто. И иду второй раз по кругу. И все. Убираю складочки, выравниваю. У меня красивые складочки. Теперь я убираю вешалку, чтобы случайно ее не подрезать. И ножницами все лишнее убираю.
Извините за соседей, сегодня они снова шумят. Сначала самые большие отрезки, а затем по чуть-чуть убираем все остальное. Вот здесь серединку я убираю ткань маленькими ножницами, чтобы выровнять поверхность. Вот прямо по поверхности, вот так ножницами. И прохожусь. Вот вы видите, все выравнивается. И продолжаю работу. Теперь, когда все подрезано, берем зажигалку и вот так на расстояние все запаиваем, все обжигаем. Долго зажигалку не держите, чтобы ткань у вас не загорелась. Шар у нас обтянут. Я показала, как рассчитать ткань. И следующий декор я уже буду делать на большом шаре 8 сантиметров. У меня это лента 7 миллиметров с петельками. Если у вас такой нету, можно использовать любую другую. И буду подклеивать ее вот на этот шов. Подклеиваю я универсальным клеем. Наношу клей, размазываю по ленте. И подклеиваю на игрушку. И продолжаю работу. Так мы уже с вами делали много раз. И в зависимости от декора вы решаете, нужна вам вторая лента крест-накрест или нет. В моем декоре она предусмотрена. И недавно в сторис я показывала, была в китайском магазине, купила вот такую стразовую ленту на силиконовой основе. Здесь 6 рядов, и я ее просто разрезаю на 2 ряда каждая и буду ее использовать. Кисточка у меня будет украшена колпачком. И вот я по краю нанесу клей, чтобы закрепить. Немного раздвинула колпачок и одеваю его на кисточку. Даю ему закрепиться и зажимаю. Сейчас беру иголочку, прячу узелок где-то. Вот я вовнутрь затянула. И сейчас вот через эти отверстия кисточку еще и прошью на всякий случай. И вот так пройдусь по всем этим отверстиям, чтобы закрепить. И теперь вывожу иголку в середину. Вот. Теперь можно кисточку пришить. Снова увожу на бок где-то в отверстие. Подтягиваю чуть-чуть. Снова вывожу вот сюда в отверстие. И так подшиваю кисточку. Кисточка у меня закреплена, и нитку можно вот вывести в одну из лент и подрезать. Подклеиваю я стразовую ленту горячим клеем. Наношу клей. И вот укладываю под кисточку. Оставляю место там для кисточки, чтобы она спокойно бегала туда-сюда. Чтобы стразовая вот эта лента не мешала ей. И теперь просто наношу клей аккуратненько, много не наносим, чтобы из-под ленты ничего не вылезало. И аккуратно все подклеиваем. И продолжаем работу. И я решила сразу сделать верхушку, чтобы потом уже не поддевать, не вот эти ленты, как бы вплотную их приклеить. Вымеряю нужное количество мне цепочки, отрезаю и все подклеиваю. Стараемся, чтобы вот стык этой ленты у нас был в месте, где будет приклеен бантик, чтобы ничего не было видно сзади. И продолжаем работу. Шар у меня подготовлен. И мне уже много вопросов задали вот насчет этой железяки, как ее назвали. Это филигрань. Она есть из серебристого, есть золотистого цвета. Она тоненькая. И вот я ее просто сгибаю. Меня спросили, как я придаю форму.
Просто подгибаю, и вот она прямо аж ложится. Еще чуть-чуть. И вот вы видите, как она хорошо легла. И теперь я ее буду пришивать. Приклеивать, конечно, хорошо, но пришить намного лучше. Я закрепила нитку, определяюсь с местом расположения, так чтобы у меня все было одинаково. Вывожу на лицевую сторону иголку, вот между отверстиями здесь. И также между отверстиями пытаюсь как-то ее закрепить. Вот зайду сюда. Так, неудобно, неудобно. Вывожу иголку. Вот тут я ее закрепила. Теперь снова увожу иголку, выхожу сюда. Вот видите, здесь через вот эти перемычки, там будет декор, не будет видно, поэтому можно пришивать. И вот так медленно, но уверенно пришиваем всю филигрань. Я все подшила, и просто можно ниточку вот где-то там спрятать и подрезать. Теперь уже будете уверены, что у вас ничего не отвалится. Декор этих игрушек не закончен. Здесь будет брошка, здесь будут камни, стразы разные и очень интересный бантик. Вот я подобрала ленту, она такая с блеском и серебром. У меня, правда, одного размера 1,5 сантиметра, поэтому бантики будут именно из нее. Я придумала очень интересные. А на сегодня все. Надеюсь, мое видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.